Всем привет! Давно что-то не снимал ничего, вот решил показать вам про ремонт пылесосов. Довольно часто приносят пылесосы под замену двигателя, ввиду того, что они там гудят, дымят и все прочее. Но я уже чуть-чуть его раскрутил, чтобы времени не тратить. Сразу покажу вот на вот это безобразие. Как видите, губки все забитые, все грязное. Никогда, видимо, не чистили это все дело. Вот куски прям гадости всякой. Часто люди просто вытряхивают стакан, а про губки никто никогда не думает. Здесь тоже все пыльное, грязное внутри. Из пылесоса сыпется пыль прям комками. Так, давайте его откроем. Крепится на 4 винтах. Крышка верхняя. Здесь тоже, как видите, ужас полный. Так, отключаем коннектор. Тут крепится на 2 винтиках. Такая очень грязная работа. Все это нужно вычищать, прочищать, оставлять так чисто даже в эстетических смыслах не очень хорошо. Так, тут крышка, которую крепит уже двигатель сам, тоже на 2 винтах держится. Все это на чистку. Здесь обязательно резинку не теряем, уплотнительную, иначе будет двигатель всасывать изо всех щелей. Получится, что у вас плохая тяга. Так, это все сюда. Сейчас пойдем прочищать это. Ну, в двигателе видно, что обмотки там уже черные. Не знаю, видите вы, нет. Там якорь, он весь черный уже. Либо щеткам конец, либо уже сам двигатель подгорел. Но я их не ремонтирую, ставлю новые, потому что это бесполезное занятие. Менять щетки. Их, во-первых, еще и не найдешь сразу, какие требуются. Лет 10 еще назад я что-то там пытался, но потом по гарантии приносит, и в итоге, чтобы нормально работало, приходилось за свой счет двигатель ставить. Оно как-то это не очень. Двигатель у нас стоит от 1000 до 1500 в зависимости от мощности. Так, это термодатчик от перегрева. Он здесь просто как-то на такой защелочке держится. Так, ну сейчас я пойду все это прочищу, и тогда уже будем новый двигатель сюда ставить. Так, продолжаем ставить новый двигатель. Старенький обратно сюда в коробочку положим. Все двигатели ставлю я владельцам отдаю назад. Они мне и не нужны. Так, здесь вставляем в отверстие датчик температуры. Так, это готово. Это все я делал тут, прочистил, промыл чуть-чуть. То, что местами чуть сыренько, это ничего страшного. Пока мы фильтра эти грязные все промоем, они пока высохнут, уже и здесь все тоже просохнет. Да и здесь тем более на выдох уже идет, так что двигателю это
никак не повлияет на него. Так, там, наверное, двигатель. Так, где у нас резиночка? А вот резинку сюда. Здесь есть два отверстия, и там нужно попасть вот в эти вот пазы, чтобы у нас двигатель не прокручивался при запуске. Для проводов здесь вот прорезь сделана такая специальная, чтобы не передавливала. Пытаемся попасть в направляющие. Вот, села. Все это дело закрываем. Так, резиночку сюда, наверное, наденем, чтобы она не выпадала. Так, это у нас готово. Здесь чуть пыли осталось, но тоже мелочи. Оно никак не влияет. Главное, что основа вычищена в виде всяких кусков и то, что уже сыпется само по себе. Так, вот эту вот трубочку ставим сюда. Она здесь для того, чтобы, если вдруг закрыть шланг полностью, чтобы двигатель мог всасывать воздух. Это такой клапан специальный, он открывается именно когда тяга прекращается полностью. Так, тут у нас может не дотянуться. Синенький провод надо будет удлинить чуть-чуть. Или там двигатель перевернуть нужно, наверное. Так, у нас так стоял, а мы его повернем чуть-чуть. Все равно не дотягивается. Не знаю, почему так происходит. Именно на новых движках это не всегда, что один провод получается короче, чем другой. Сейчас я подпаяю провод на синий чуть кусочек, чтобы он подлиннее был, потому что они, как видите, у нас даже синий короче, чем коричневый. Как раз этого и не хватает, чуть-чуть там пару сантиметров. Так, двигаемся дальше. Переставил я просто там с одной клеммы на другую, на двигателе, коннектор. И все у нас дотянулось. Укладываем провода в прорези здесь специальные, чтобы они у нас не болтались тут. И на два винтика прикручиваем.
Смотрим, чтобы плотно все село, иначе будет двигатель всасывать не там, где надо, воздух. Из-за этого упадет тяга. Так, тут, в общем, все готово. Протрем крышечку. Сейчас влажной тряпкой потом можно снаружи протереть ее от остатков пыли. Так, позвонили, тут отвлекли. Закручиваем винты наши, тут 4-5 штук. Так, приклеиваем заглушечку вот эту, которую винтик закрывает. Аккуратно. Ну и в общем-то все. Осталось губки все промыть. Мыть их лучше всего в воде теплой, с мылом. Хорошенько, прям, чтобы чистенькие они полностью были. Вот эта губка на входе стоит. Если она забита, у вас начинает пыль вся лететь в двигатель, она уже здесь не задерживается. А пыль как абразив работает. Начинает там по якорю бить, по щеткам, все это в пыли. Ну и соответственно двигатель быстро из строя выходит. Здесь вот тоже такая сеточка стоит под этой губкой. Так, убираю пылесос, чтобы не сыпалось сюда все. Ее можно вообще, в принципе, убрать. Она такая, даже с покупки с нового пылесоса уже она сильно воздух задерживает. Я не знаю, для чего она тут еще стоит. Слишком она такая тяжело продуваемая, скажем. И эта губка уже на выходе стоит. Если она забита, у вас воздуху некуда деваться. То есть как бы он всасывается, а выходить ему негде. Из-за этого тоже падает тяга. То что все это должно быть чистым. Не только выбили, вычистили стакан и все, на этом успокоились. Так делать не надо. Ну, губки раз в полгода лучше промывать их. Ну или хотя бы раз в год. Смотря, конечно, какая там загрязненность и как часто убираетесь. Просто по их внешнему виду можно все это увидеть. Ну, в общем, промою, прочищу это все и включим тогда пылесос, уже будем проверять. Так, губочки я промыл. Вот такие вот чистенькие. Уже намного лучше по сравнению с тем, что было. Тут вот с обратной стороны. Все вставляем на место. Ну что, первое испытание. Ну, как бы и все.
Не забывайте чистить пылесосы. Всем пока.